Я думаю, каждый хотя бы раз задумывался об открытии собственного бизнеса. Что может быть лучше работы на себя? Сегодня я расскажу вам об устройствах, которые помогут вам быстро заработать деньги прямо у вас дома. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, благодаря какому девайсу вы сможете неплохо заработать и создать новую жизнь. Для начала разберемся, что вообще представляет собой лазерный станок. А это универсальный инструмент, который позволяет наносить изображения, а также вырезать надписи и узоры на различных материалах от бумаги до камня с высокой точностью. Сфера его использования довольно обширна, что позволит вам развивать свой бизнес сразу в нескольких направлениях. Могу привести самый простой и в то же время рабочий вариант – изготовление подарочной и сувенирной продукции, такой как брелоки, керамические кружки, фоторамки, обложки для документов и еще масса вариантов. Одно время были популярны постеры с песнями на оргстекле. Так вот, они тоже сделаны с помощью лазерного станка. Акриловые таблички с гравировкой вообще пользуются сейчас большой популярностью в разных сферах, как в бизнесе, так и в качестве украшений или даже светильников. Так что берите на заметку. Да и, кстати, вы также можете наносить гравировку и на ювелирные украшения. Влюбленные, например, часто ищут украшения с парными надписями, а вы сможете им в этом помочь. Можно пойти еще дальше и организовать сотрудничество с другими предпринимателями. Вы можете изготовлять для них брендированную продукцию, такую как визитки из дерева, акриловые или деревянные таблички, бейджи сотрудников, упаковочные коробки, декор для офиса. Стоимость готовых изделий сильно различается в зависимости от материалов, качества выполнения и актуальности. Средняя цена варьируется от 500 до 5000 рублей за одно изделие, но может стоить и больше. Вроде бы один станок, а столько возможностей применения. И это, пожалуй, будет являться самым большим его плюсом. Однако не могу не сказать, что стоимость такого оборудования не маленькая и начинается от 80 тысяч рублей. Дам вам один совет. Некоторые продавцы предлагают в подарок к приобретению станка обучение по его использованию. Мне кажется, очень выгодное предложение. Ну и нельзя не сказать про срок окупаемости. Он не маленький, от полугода до года. Все будет зависеть от объема ваших продаж. Но низкая себестоимость готового изделия позволит вам сделать неплохую наценку, чтобы побыстрее выйти на нужный доход. В последнее время правильное питание набирает все большую популярность. Многие люди стараются отказываться от вредных продуктов и ищут им более полезную альтернативу. Фруктовые чипсы стали такой заменой разным хрустящим закускам. Задумывались ли вы когда-нибудь, как их производят? Возможно, вы думали, что для этого необходимо какое-то сложное и дорогое оборудование. Не совсем так. Все это делает дегидратор – устройство, которое способно удалять влагу из пищевых волокон. Его стоимость относительно невелика, подходящий для небольшого производства дегидратор можно купить всего за 25-35 тысяч. Согласитесь, это не так уж и дорого. Что же еще можно сделать с помощью этого устройства? Большое количество фруктовых закусок, например, пастилу или обычные сухофрукты. Чипсы можно делать не только фруктовые, но и овощные или даже мясные. Еще можете делать натуральные приправы и специи из высушенных овощей и зелени. Высушенные мясо и рыба тоже очень популярны. В целом, вы не ограничены в выборе продуктов для сушки. Но помните, необходимо анализировать рынок и в первую очередь делать то, что популярно на рынке, чтобы привлечь к себе как можно больше покупателей. Несомненным плюсом такой продукции будет являться длительность хранения. Высушенные овощи и фрукты могут храниться до 1,5 лет, а мясо и рыба до года. Но важно помнить, что данный продукт важно хранить в сухой герметичной упаковке. Дегидратор действительно будет хорошим приобретением для того, кто хочет начать свой бизнес, но не имеет много средств на первоначальные затраты. Stop it. Get some help. К тому же на начальном этапе вы сможете договориться с местными малыми предпринимателями о реализации товара через них. Например, предложить владельцу маленького магазина поставлять ему ваш товар.
или договориться с местными владельцами ресторанов и баров, поскольку фруктовые чипсы часто используются в качестве украшения коктейлей или десертов. Окупаемость бизнеса с использованием дегидратора составляет до полугода. «3D-принтер» также открывает огромные возможности для бизнеса на дому. Это устройство позволяет создавать трехмерные объекты по цифровым моделям, и его применение ограничено исключительно вашей фантазией. На 3D-принтере можно изготавливать большое количество изделий, например, различные игрушки и головоломки, детали для техники, декор для дома, аксессуары, миниатюры для настольных игр. И это лишь малая часть того, что будет вам доступно. К тому же, вы всегда можете создавать что-то по идеям ваших клиентов. Начать такой бизнес несложно, и для этого не требуется огромных вложений. Boom, roasted. Принтеры доступны по цене. Базовую модель для старта можно купить за 50 тысяч рублей. К этому стоит добавить затраты на материалы для печати. Примерно 15-20 тысяч на начальные закупки. И, возможно, дополнительное оборудование, например, инструменты для постобработки. Окупаемость будет зависеть от того, какие изделия вы будете делать. Чем сложнее объект, напечатанный на принтере, тем он будет дороже. Важно еще учитывать и то, что для большего дохода вам нужно будет узнать основы 3D-моделирования. Но, к вашему счастью, в интернете очень много уже готовых проектов для программы, и в первое время вы можете отложить обучение и пользоваться уже готовыми моделями. Конечно, у этого бизнеса есть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что для старта не нужен большой капитал, а работа с 3D-принтером дает простор для креативности и позволяет создавать уникальные вещи, подстраиваясь под актуальные тренды. Минусы же заключаются в том, что вам придется конкурировать с другими производителями, уже работающими в этой нише. К тому же потребуется время на обучение работе с оборудованием и программным обеспечением, а процесс печати сложных объектов может занимать много времени и составлять даже больше суток. Фрезерный станок с числовым программным управлением – это мощный инструмент для тех, кто хочет открыть прибыльный и современный бизнес на дому. Этот станок способен вырезать сложные формы и детали из дерева, металла, пластика и других материалов с высочайшей точностью. Фрезерный станок с ЧПУ открывает перед вами неограниченные возможности. Вы можете создавать эксклюзивную мебель, декоративные панели, детали для техники, сувениры, различные украшения и декор для мероприятий и даже произведения искусства. Все, что вам нужно, это компьютер, фантазия и немного времени, чтобы освоить программу и процесс. Для старта бизнеса на базе фрезерного станка потребуются значительные инвестиции. Но нужно учитывать и то, что потенциальная прибыль значительно высокая. Средняя стоимость такого станка начинается от 180 тысяч рублей и выше в зависимости от характеристик и возможностей. How? К этому стоит добавить стоимость материалов, таких как дерево, металл, пластик, что может составить около 50 тысяч на начальном этапе. Вам также понадобится специализированное программное обеспечение для разработки моделей и дополнительные инструменты для постобработки. В итоге начальные инвестиции составят от 270 тысяч. Однако эти вложения при хорошей рекламе окупятся достаточно быстро. Изготовление уникальных и высококачественных изделий позволяет устанавливать высокие цены. Например, стоимость одной резной панели или детали может превышать 20 тысяч, в зависимости от сложности и материала. При хороших продажах станок окупится за 3-6 месяцев. Конечно, у этого бизнеса есть и некоторые сложности. Освоение работы с ЧПУ требует времени и терпения, а также начальные инвестиции могут показаться довольно большими. К тому же производство может быть шумным и требовать наличия мастерской или другого свободного помещения. Токарный станок – это поистине удивительный инструмент, который может превратить обычный материал в уникальные изделия. What? С его помощью можно создать не просто вещи, а настоящие шедевры.
стильные украшения для дома и улицы, резные детали мебели, различные сувениры, а также запчасти для мотоциклов и автомобилей. И все это прямо у вас дома, ну или в гараже. Запуск бизнеса с токарным станком потребует от вас вложений. Но это вы уже и так понимаете. Стоимость станка составляет от 80 тысяч, а материалы и инструменты обойдутся примерно в 40-50 тысяч. Но что же вы получите взамен? Потенциал прибыли впечатляет. Готовые изделия могут стоить от 5 до 30 тысяч, а то и больше, в зависимости от ваших навыков и материалов, с которыми вы работаете. Это значит, что за пару месяцев при хорошем потоке заказов вы можете вернуть свои вложения и начать зарабатывать от 50 тысяч в месяц чистой прибылью. К тому же токарный станок позволяет работать с различными материалами и формами, создавая по-настоящему уникальные вещи, которые не встретишь в обычных магазинах. Токарный бизнес привлекает клиентов, которые ценят качество и индивидуальный подход. Однако важно учитывать, что работа на станке требует аккуратности, терпения и определенных навыков. Поэтому есть смысл сразу задуматься хотя бы о небольшом обучении токарному ремеслу. Поверьте, оно того стоит. И как только вы почувствуете уверенность, перед вами откроются безграничные возможности для творчества и заработка. Да, возможно, процесс будет немного шумным, но удовольствие от создания уникальных изделий и стабильный доход этого стоят. Что может быть лучше одежды, которая идеально сидит, комфортно и удобно лично тебе? Вероятно, то, что помимо этого она будет выглядеть так, какой вы хотите ее видеть. Вы уже догадались, о чем идет речь? Конечно, о швейной машине. Магазины переполнены большим количеством одежды, и, казалось бы, найти что-то для себя довольно просто. Но это далеко не так. Многие люди сталкиваются с проблемой при выборе одежды из масс-маркета. То некрасиво сидит, то невозможно найти подходящий размер. И все эти люди ваши потенциальные клиенты. С помощью швейной машины вы сможете воплощать самые смелые идеи, как ваши собственные, так и идеи клиентов. Все будет зависеть лишь от вашего мастерства. Запуск бизнеса на швейной машине требует небольших вложений. Хорошая швейная машина обойдется вам в 30-80 тысяч рублей, в зависимости от функционала и бренда. Также нужно будет закупить ткани, фурнитуру и нитки. Это еще около 20-30 тысяч. Это совсем немного, не так ли? При этом потенциал дохода от такого бизнеса выглядит заманчиво. Если вы когда-либо заказывали индивидуальный пошив какой-либо одежды, то поймете, о чем я говорю. Например, платье может стоить больше 20 тысяч рублей, в зависимости от сложности и материалов. Помимо этого, вы можете заниматься ремонтом или изменением одежды, которую люди купили в обычном магазине. Стоят такие услуги недорого, но зато позволяют вам набить клиентов и использовать их как сарафанное радио. Преимущества работы на швейной машине очевидны. Это возможность создавать уникальные вещи, которых не найти в магазине, удовлетворять запросы клиентов, которые ищут нечто особенное и уникальное, и при этом хорошо заработать. Однако, как и в любом деле, здесь есть нюансы. Потребуется время, чтобы освоить навыки шитья, поскольку даже с готовыми выкройками без должных навыков у вас может не получиться создать то, что вы представили в своей голове. Но как только вы войдете в ритм, перед вами откроется огромный рынок с множеством возможностей. А теперь перейдем к самому неожиданному устройству в нашем списке. Вы же все еще хотите узнать, с помощью чего вы сможете заработать и создать новую жизнь. А может, вы уже догадались, и это инкубатор. Вы можете подумать, что выращивать цыплят слишком скучно и однообразно. Но, во-первых, курочки очень милые, а во-вторых, зачем выращивать только их? You're teasing me, naughty nut! Есть много других птиц, которых держат на фермах, а еще есть много обычных людей, которые держат дома экзотических пернатых питомцев. А еще есть различные питомники, контактные и обычные зоопарки. Такой бизнес не требует больших вложений. Качественный инкубатор можно приобрести за 10-30 тысяч рублей.
Прочие расходники, такие как яйца, корм и приспособления для ухода за птенцами на первом этапе, составят около 10 тысяч. Таким образом, начальные затраты составят от 20 тысяч. Это совсем немного и доступно почти всем. При этом возможная прибыль может стать хорошим стимулом для рассмотрения именно этого варианта бизнеса. Цены на выведенных птенцов различаются в зависимости от вида птицы. Например, за цыпленка можно выручить от 100 до 500 рублей, а за экзотических птиц цена может достигать нескольких тысяч рублей. Если ваш инкубатор вмещает, скажем, 100 яиц, то при успешном выводе вы можете заработать от 10 до 50 тысяч рублей за одну партию, и это при минимальных затратах на корма и электроэнергию. В течение месяца можно провести несколько партий, что позволяет быстро вернуть вложенные средства и начать получать стабильную прибыль. К тому же только подумайте, это игра Тамагочи в реальной жизни. Вы ведь еще помните эту игру? А в реальной жизни все куда интереснее. Наблюдать за появлением новой жизни невероятно увлекательно и интересно. Однако, как и в любом деле, здесь есть свои нюансы. Требуется внимательно следить за температурой, влажностью и состоянием яиц, а также обеспечивать правильный уход за птенцами. Emotional damn! Важно понимать, что процесс требует времени и терпения, особенно на этапе освоения технологии инкубации. Но как только вы наладите этот процесс, перед вами откроются широкие возможности для расширения бизнеса. А знаете, как еще можно заработать деньги, не выходя из дома? Устроиться к нам на работу. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота, ссылка в описании. Это были все устройства для бизнеса на дому, про которые мы хотели вам рассказать. Но далеко не все существующие, так что если у вас есть еще идеи, смело пишите их в комментариях. И помните, покупка качественных материалов – это очень важно. Всем пока!